Всем доброго дня. Сегодня в нарушении традиции снимаю днем, пока нашла время. Просто поскольку у нас жара продолжается, ну и много дел и работ, и пока я доберусь до канала, уже как-то и сил нету, и времени нет, а я не люблю лишь бы как-нибудь снимать. Мне нужно как надо. Вы знаете, что я снимаю обычно именно про те темы и даю работы, такие, которых нигде вы не найдете. А если я обсуждаю какую-либо тему общеизвестную, то стараюсь, естественно, добавить и свои знания, видения, то, что к чему я пришла сама, чтобы был смысл в том, что я снимаю, скажем, известные, темы про тех же богов или силы, или духов, или народные традиции. Оно уже есть, но добавить свое, то, о чем вы еще не знали. Это самое правильное. Вот опять очередной ритуал, который дается с трудом. И как мы с вами уже привыкли и поняли, когда мне долго не дают что-либо снять, это значит, это будет очень сильная работа. Потому что помимо сил мироздания, но не все силы мироздания, которые служат, неправильно будет добру. Они добрые делают и наказывают полезному, скажем так. Есть еще и силы, которые злые. И злым силам абсолютно не нужно, чтобы вы были счастливы. Знаете, почему испокон веков под запретом была магия, тайные знания? Потому что магия – это путь к спасению. Это знания, которые помогают человеку обратиться и получить помощь. Когда человек получает помощь, он счастлив. Он не источает уже энергию боли, энергию страдания. А определенные силы, которые управляют нашей системой, нашим временем сейчас, в данный момент, они как раз питаются гавахом, то есть болью, энергией страдания. И им очень даже не нужно и невыгодно, чтобы человек был счастлив. Поэтому испокон веков учителей устраняли, знания закрывали, за знания жгли на кострах. Не просто так. Знания дают человеку силу, дают власть. Власть над обстоятельствами, над трудностями. И далее человек становится уверенным. Уверенным человеком управлять трудно. Намного легче управлять человеком запуганным, зашуганным. А тот человек, который становится хозяином своей судьбы, он уже не поддается другим управлениям. Понимаете почему? Вот поэтому эти знания тоже не для всех, не до каждого человека доходят. Иногда человек сидит на моем канале, берет мои труды, меняет свою жизнь и поражается результату. А потом ты видишь, этот человек в каких-то форумах. Первый вариант, второй вариант, третий, любит ли меня там такой-то Вася, Ваня, позвонит ли, приедет ли Вася. И ты понимаешь, что уровень этого человека все равно не поднялся. Да, он взял твои работы, он сделал, он получил результат. Но он не поменялся внутри, он не стал развитым, он не поднял планку своей души. Нет, он каким был, таким остался. Просто он прибегает как к лекарству. Вот сейчас болеешь, выпил и выздоровел, все, больше не надо. Забыл про это лекарство, да. А я предлагаю изучить болезнь, чтобы предотвращать. Вот в чем дело. Поэтому многие придут, как сказано, призванных много, избранных мало. Избранных имеется в виду люди, которые найдут себя, свой прайд, поймут, зачем они пришли. Знаете, как прекрасно жить, когда ты понимаешь, зачем ты родился на этот свет, что будет после твоей жизни, в чем смысл твоего существования на земле. Когда у тебя все четко и ясно в голове,
тогда ты понимаешь, как себя вести. Ты себя изучаешь изначально. Мы должны для начала себя понять. Мы кто, какие мы люди, зачем нам это нужно, кто наши предки, почему. Вот объяснить себе некоторые наши привычки, желания. Для этого нужно себя познать. А познать себя – это свой род, своих предков. И я пришла к выводу, что народы одинаковые, невзирая на традиции, обычаи. Я не говорю уровень развития. По сути, вот, например, деревенский сельский народ, он одинаков. Одинаково чувствует, одинаковая там взаимовыручка, братство и так далее существует. Это значит, что человечество имеет общие черты. Изучая себя, ты понимаешь своих предков. Зная своих предков, ты понимаешь себя. Вот я, например, ловлю себя на мысли, что чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь похожа на своих бабушек. Если я куда-то должна поехать, я заранее за 3-4 дня уже эти сумки раскладываю, все это складываю, чтобы знать, что где у меня лежит, чтобы ничего не забыть. Список пишу целый, что я должна взять. Это была моя бабушка. И она раздражала нас этим в детстве, что заранее готовьте, чтобы в последний момент не сходить с ума, где что забыли. Заранее, за 2-3 дня. Сейчас я так делаю. Понимаете? Вспоминая ее, я понимаю себя. Видя себя, я вижу ее. Мы никуда не исчезаем, мы продолжаемся. И после нас, через, может быть, несколько сотен лет, родится девочка с вашими глазами, волосами и характером. И, может быть, мы сами похожи на своих далеких предков, просто мы их не видели, не знаем. А может быть, копия их, понимаете, характер и все остальное, и привычки, все это передается. Для чего эти знания? Так легче жить, когда ты знаешь. Когда ты ходишь в темноте и спотыкаешься, и бьешься головой об стены, это очень некомфортно, согласитесь? И может плохо стать, можешь в обморок упасть от того, что раны получаешь. А когда у тебя есть лампада в руке, это твои знания, она показывает твою дорогу. Вот ты идешь, и ты понимаешь, зачем, к чему. Осознанно жить – это самое лучшее. Узнайте правду, не обманывайте себя. Предпочитайте знать правду. Чтобы исправить ошибки, нужно знать, где они, эти ошибки. Я иногда смотрю, не буду называть отдельные страны, туристы едут туда, возвращаются и, снимают свое мнение, люди говорят. И вот начинается огрызание. Не приезжайте, да кто вас просит. Зачем? Неправильно это. Не огрызаться надо, а задуматься. А действительно, мы вот здесь должны исправить. Значит, признать ошибку, признать свою неправоту, признать, почему на этих граблях ты пляшешь вечно. Что такое? Почему ты повторяешь свои ошибки? Как менять свое сознание, чтобы жить новой жизнью? Вот это и есть знание. А магия вообще переводится magic, мудрость. Мудрость мироздания, между прочим. В древности, например, в Армении жрецов называли мог, маги. От слова мог, мочь, суметь, могущество. Это санскрите, это первый язык, и индоевропейский язык, он очень схожий. Семейство индоевропейских языков, если вам интересно, изучите. Еще хочу вам сказать тему сражения за каждую душу. По-моему, я так, или битва за каждую душу, я так назвала. Откройте, послушайте. Это для тех людей, которые, например, не понимают, почему они там просят, а просьбы не слышатся. Что и как. Откройте. Это очень глубокая тема, которую нужно знать. И вы прекрасно понимаете, что я очень сложные вещи объясняю простым языком. Так и должно быть все гениально и просто. Человек не должен искать словарь Даля, чтобы понять, какое слово ты зачем сказала, к чему и почему. Говори так, чтобы поняли тебя и профессора, и пастухи. Вот на понятном человеческом языке. Это и уважение к зрителю в том числе. Я вам хочу сказать, что правильно говорить, выражать свои мысли и вообще обогащать свой язык меня научили наши старые фильмы, спектакли,
который я очень часто смотрела, МХАТовские спектакли, Малый театр. Там, по-моему, Малый и есть МХАТ, Малый художественный академический театр, да. Вот. Ну и другие, конечно, постановки, которые научили меня правильно, красиво говорить на русском языке. К сожалению, в наше время мало кто говорит на красивом языке, на настоящем языке. Вы знаете, мне кажется, очень приятно, когда ты слышишь грамотную речь. И когда ты слышишь вот эту уличную блатную речь, если это речью можно назвать, это оскорбление твоего слуха. Вот человек чувствует себя оскорбленным, с ним разговаривают на каком-то хулиганском сленге. Это отвратительно, правда. Мы не понимаем, что таким образом мы коверкаем русский язык, деформируем. И нашим детям, и внукам, и правнукам может достаться очень исковерканный, очень испачканный язык. И не хотелось бы. Ну, к древнерусскому мы не можем никак вернуться. Мы даже не полностью понимаем, о чем там речь. Но вот так вот, коверкая язык, мы и дошли до того, что сейчас у нас совершенно другой, отличается от того языка. Ну, не сказать, что прям 99%, но 40% уже другой язык. Итак, порталы. Портал. Ворота с греческого порталус. Основные двери, главные двери. Почему человек приходит в храм любой? Буддийский храм, языческий, христианский, исламский, тот же самый мечеть – это храм. Почему он спешит туда? Для того, чтобы ему стало легче. Почему потом он считает, что он наполнился силой, энергией, вернулся. Ну, каждому по вере дано. Это я так привожу пример, более понятный для нашего времени. Вот почему, что это такое? Почему там акустика специально сделана? Почему там полумгла обычно вот в старинных храмах или в храмах халкидонского, скажем, направления, это так называлась армянская церковь, изначально, да, вот грузинская церковь, там очень аскетично, там без икон, без каких-то зарисовок, без прикрас. Там просто вот каменные изваяния. И самое интересное, что на Кавказе считается, что чем разрушеннее церковь, тем она сильнее. Я раньше не понимала, в смысле, там очень редко реконструируют. Старинные храмы вот так и стоят, полуразваленные. Считается, что там настолько велика сила, что даже если ты построишь, даже если ты отремонтируешь и так далее, через некоторое время оно опять начнет разрушаться. Что там место силы. Вот как раз про места силы. Люди едут на природу, сидят возле реки. На море почему вы едете, как вы думаете? Просто купаться, просто провести время? Отпуск? Нет. Набирайтесь сил. Так вот, те места на земле, которые дают силу, они порталы. Двери в потусторонний мир. Смотря какие порталы. Порталы могут быть и черные, и светлые, понимаете? Порталы не всегда хорошо. Иногда человек, путешествуя по местам силы, например, есть такой остров Сатаны, когда туда едут люди, говорят, что после у них в жизни начинаются проблемы. Им вообще нельзя туда заходить, этот остров. Исла, как там называть? Исла да Диаболус, да. Вот. И такие случаи бывали, когда женщина, например, сфотографировала с этим огромным изваянием, и потом какой-то голос ей сказал ночью: «Встань и отрежь его». Она встала и срезала эту фотографию, но срезала и свое лицо заодно. И вот там, где она срезала, у нее начался рак, гноение кости. И куда она не ехала, ничего не помогло. Она умерла. Раздала все свое имущество, написала завещание и ушла. Не получилось спастись. Цветущая, красивая женщина. Есть порталы, которые посещать нельзя.
Иногда люди идут, значит, гуляют по старинным местам, замкам, возвращаются оттуда выжатые, уставшие. Кладбище тоже порталы, поэтому нельзя на кладбище делать лишние вещи. Там есть определенный свой свод законов. Представляете, дождь пошел, который нужно соблюдать. Есть порталы в гиблых местах. Там могут тебя, значит, знаете так, подозвать, звать разными голосами, голосами знакомых, кошек, собак, звуки издавать, чтобы ребенок плачет, человек идет и теряется. Там легче оморочить вас, легче представить то, чего нет, невидимый мир, и вам кажется, что вы видите этот мир. Понимаете, порталы не понимаете дословно как прекрасные места, места силы, где ты там набираешься. Нет, не всегда. Например, есть в Армении такое место, Караунч, называется, значит, мощные или великие камни. Это была древняя обсерватория. Она уже разрушена, там много десятков тысяч лет назад она существовала. И во время Советского Союза наши лидеры, вожди ехали туда набираться сил. Люди, которые там оставались, например, несколько часов, говорили, что после у них внутри пробуждаются, либо открывается такой талант стихотворный, либо они начинали писать картины. Это не значит, что им дали эти таланты. Они были, они раскрылись. Есть места, где люди после посещения возвращаются и просто резко меняют свою жизнь полностью. У них приходят такие мысли в голову, которых раньше не было. Они совсем по-другому начинают жить. Есть порталы, в которые мы попадаем, когда человек падает в обморок, между мирами находится. У нас дома могут быть порталы. Есть определенные комнаты, где мы сидим, нам хорошо. Есть зеркала, которые нам нравятся, есть зеркала, которые нас пугают. То есть порталы везде. Вот смотрите. Видите? Вот наполняется светом. Что это такое? Это дорога, это пустота, которая... То есть это определенный тот же самый портал. Немножко по-другому объясню. Тот же самый портал, там, где пустота, там наполняется свет. И вы видите эти маленькие порталы. Но это не относится к магии. Их много, везде эти порталы. Есть, значит, хрономиражи. Это временные явления. Я уже рассказывала об этом. Вот выходит человек курить на балкон и смотрит на село спокойно, там покурил, выпил кофе утром. И резко ему кажется, что вместо этого села он видит совсем другое поселение, что там другие люди ходят. Это длится пару секунд. Бывает иногда, когда человек застывает просто на месте. Бывает, когда он смотрит, и все окружающее, вот все, что есть, как в замедленном фильме, знаете, так кадр. Замедленно все передвигаются. Это тоже длится пару секунд. Он попал в определенный портал. В порталы попадают люди, когда у них состояние измененного сознания. Когда потеряли родного человека, глядя в зеркало, могут увидеть его там. Он резко появится, и в этом портале они его увидят. Когда человек в таком полупомешательстве, вот что-то случилось, какая-то трагедия в жизни, страшное что-то, и у него такое нервное состояние, он выходит, и он теряется, он не может узнать свой город, свой район. И почему все это приписывается нервному срыву и так далее? Потому что это обычно происходит именно в такие моменты, когда у человека раскрывается, когда его душа немного приподнимается над телом. Он начинает видеть тени, он начинает видеть, что это тоже временно. Потом этот портал закрывается. Так вот, у меня дед однажды разговаривал с бабушкой моей и рассказывал такую вещь. Ну, бабка моя ругалась. О, хватит уже, ерунду не говори мне. Но я запомнила этот рассказ, потом я поняла, о чем речь. Он сказал, что у него был приятель, что... Помнишь, я тебе говорил там, я дружил с этим человеком, Автандил его звали.
Ну и чё? Так вот, он мне сказал, что он в двух мирах живет, что он когда-то в лесу работая, значит, нашел какое-то место, это как двери в другой мир. Он объяснял моей бабушке. Двери в другой мир. Кстати, хочу вам сказать, что есть порталы, соединяющие с богами, с демонами, есть порталы, соединяющие с духами, есть порталы, соединяющие с нашими предками, есть порталы, которые соединяют с потусторонними мирами. У вас может быть несколько жизней. Это вам кажется, что вы спите, что вы легли спать, и вот каждый раз, когда повторяется ваш сон, и вам до боли знакомый дом, ну вы там вот были 1000 раз, и все время попадаете туда, в этот дом, в эту атмосферу, где река, где вот у меня есть такой дом, и я все время там нахожусь. Вы, можете, попали в портал, вы, может быть, вот здесь ваш сон, а там реальная жизнь, понимаете? Это мы видим то, что наш мозг нам выдает на самом деле. А мозг может выдать что угодно. Сумасшедшему тоже мозг выдает, что он знаменитый, известный, и он Наполеон. Понимаете, страшно звучит, но выдает его мозг. Он в это верит, он этим живет, и у него нет других картин жизни. Вот то же самое. Мы думаем, что сумасшедшие люди мучаются в закрытом пространстве, в этих специальных домах. Нет, они даже не понимают это. Они не ощущают себя там. Они живут в других мирах, понимаете, в других измерениях, порталах. Их тело здесь, а разум в другом месте обитает. Вот то же самое. В потусторонних мирах вы можете быть другими людьми. Ваш разум перемещается туда, а вы там тоже живете. Как ни странно. А потом, когда вы физически уходите, вот тогда вам раскрываются все ваши жизни в этих потусторонних измерениях. Если они есть, не у всех они бывают. Смотрите. И он сказал, вот этот Автандил, ты знаешь, что, говорит, он князь. Он живет в другом измерении, у него там очень большой особняк, имущество, он богатый человек. А здесь он плотник. Просто обыкновенный плотник. Но у него там тоже есть жена, и здесь есть. И он понял, как перемещаться. Он перемещается. У меня бабушка, ой, эти сказки, хватит, я вот не хочу слушать эту ерунду. Я тебе говорю, он перемещается, он мне сказал, я верю этому человеку, он нормальный человек. А потом, через некоторое время, мой дед сказал, что Автандил исчез, его не могут найти. Все там родственники там и так далее. Он говорит, наверное, ему там больше понравилось. Он ушел в тот мир жить. Понимаете? И вот хотите, верьте в это, хотите. Может быть, он физически и ушел, но разум переместился, он в другом месте. Он захотел уйти, естественно, физиологию оставил здесь, в материальном мире, переместился в тот портал и там находится. Я к тому, что вот мы живем, вот это мой дом, здесь вот вещи, все эти вот, вся эта красота, которая... Это мой дом. Но вспомните, Булгаков же не просто так написал, он же гений, тот же «Квартира Воланда». Это же не хорошая квартира, которая так, как другие считали, квартира, в которой все исчезают куда-то. Он имел в виду вот тот самый портал. Понимаете? Просто он в 30-е годы писал, и как он должен был описывать? Естественно, исчезают, их увозят куда-то. Но в этой квартире же происходил бал. Тот самый бал сатаны, который описывается в «Мастер и Маргарита», он же там происходил. И эта квартира была огромная, то есть огромный особняк, где собрались тысячи людей, из духов, естественно, если помнить. Так вот, о чем я? Что вот мы здесь живем, но параллельно с нами, в параллельном измерении могут жить другие. Еще фильм есть такой «Другие» называется. Николь Кидман играет. Замечательно играет. И я вам хочу сказать, что подобные сценарии, они не просто так приходят из ниоткуда. Подобные сценарии приходят. Либо человек рассказал, знающий, либо тому сценаристу это пришло. Все-таки гениальные вещи, они, сами понимаете, из каких миров к нам приходят и говорят. Я знала человека, который мне в юности рассказывал. Он... писал статьи, он писал замечательные такие очерки, рассказы. Не буду его называть.
И он мне сказал, когда я спрашивала, откуда у вас такие знания интересные, он мне сказал, ты знаешь, вот я знаю такое место, перемещаюсь туда, и там я знаменитый писатель. Я просто читаю то, что я написал там, потом возвращаюсь обратно, и здесь уже это все пишу. Конечно же, он это сказал мне, как ребенку любознательным, понимая, что даже если я кому-то скажу, это воспримут как детскую фантазию. Но я не такой была ребенок, чтобы ходить и рассказывать. Нет, конечно, мне сказали, это осталось при мне. Но в любом случае, он сказал серьезную вещь, и он высказал. У меня было ощущение, что он сказал то, что он хотел бы сказать, но не мог доверять никому, а вдруг его за сумасшедшего примут. И потом, анализируя это все, я пришла к выводу, есть люди, которые уже были там и не раз. Есть люди, которые знают в тайге места, где они перемещаются, исчезали на долгие годы и потом возвращались. Но это открыто не говорилось. Если такой человек говорил о таком, его сразу же определенные службы забирали и начинали допрашивать, спрашивать, скрывали. Это все было засекречено, он сам пропадал. Понимая, что либо закроют в сумасшедшем доме, либо уничтожат физически, чтобы это знание дальше не пошло, эти люди не говорили никому, кроме своих близких, самых доверенных людей. Понимаете? И я хочу вам сказать, что определенные службы давно это изучают. Они прекрасно знают, что есть порталы в потусторонние миры. Может быть, даже какие-то приборы уже создавали, перемещение туда. Просто это не открыто и не для широкой массы. И никогда так широкая масса это не узнает. Поэтому многие воспринимают определенные путешествия по этим порталам или мирам, например, летающие объекты, летающие тарелки, иные цивилизации. А это, может быть, наши делают что-то. Просто они, если человек увидел, сфотографировал, там, напечатали, они как-то, скажем так, не обобщают, они не лезут в это, не реагируют никак. Что, ну, скажут и успокоятся. Не спорят, не доказывают обратное. И людям кажется, что вот порталы, те же зеркала, вогнутые зеркала, когда в Сибири провели эксперимент с вогнутыми зеркалами, повернули резко огромные зеркала, там несколько, метровые зеркала, в общем, в один момент повернули внутрь, то есть это вот круга, друг на друга повернули, и в селе гудение какое-то началось, и у людей начались страшные головные боли, какие-то галлюцинации и прочее. И решено было эксперимент остановить, потому что это может плохо закончиться. Многие говорят, что такие порталы открывал Нострадамус. У него была такая яйцевидная комната, полностью из зеркал, куда он заходил, закрывался, и он зрительно перемещался в иные миры, и там узнавал это все, видел будущее, которое, как он говорил, уже есть в ином измерении. Просто надо видеть и сказать, что будет. Вот, собственно говоря, то, что я хотела вам сказать. Теперь перейдем к следующему этапу. Объяснила вам очень подробно про порталы, чтобы вы понимали, зачем вам это нужно и что это такое. Друзья мои, есть некая тайнопись, которая передается. Это может быть в книгах, это может быть в записи. Эта тайнопись во многом подсказывала мне и подсказывает, какой год следующий будет, какой покровитель этого года. Мы ограничили время. Время не ограничено. Время, она в рамки как бы не втискивается. Но люди ограничили время месяцами, годами, сутками, часами, минутами и так далее. Время сейчас уходит очень быстро. Я скажу такую вещь невероятно. Хоть, например, мы сидим, смотрим, и 60 секунд, значит, минута, и дальше оно как бы идет, как должно быть. Но на самом деле в пространстве время ускорилось. Очень быстро проходит день. День стал короче. Там не 24 часа в сутки, как нам кажется. Оно может и на часах и показывать. Часы идут так,
как они запланированы. Но время летит быстрее, поэтому события очень быстро развиваются, поэтому мир очень быстро меняется, и наша психика не выдерживает таких перемен. И то, что менялось за 30-40 лет, меняется за несколько месяцев. Это и интересно, и страшно. Кто выдержит, его генетика и продолжится. Теперь, вот согласно этой тайнописи, я когда-то вычислила свой портал и вычислила портал своих близких людей. И я вам сейчас скажу эти цифры, и вы, когда подумаете над этим, да, вы просто будете в шоке от того, что действительно эти числа для вас самые счастливые, благополучные. И в эти числа это сильные дни для вас. Но поскольку в древние времена совершенно иное было летоисчисление, и по-другому разделяли месяцы, и часы, и дни, конечно, мне пришлось приспособить на наше время. Но поскольку наша энергия за тысячелетия уже привыкла к такому измерению времени, то, естественно, она очень подходит нам. То есть оно уже перестроилось под нас, поэтому это вполне, значит, подходящее, скажем так, для нас время, то есть вычисление. Итак, я подарила вам работу, заговор, который уникальный и который я озвучу в конце. А сейчас мы вычисляем, какой день какой день открывается ваш портал. Раз в месяц у каждого человека открывается именно его портал. И час. Если портал открывается, скажем, в 7 часов, до 8 часов у вас есть время провести для себя ритуал. Как провести, тоже объясню. Чем ближе к 8 часам, тем меньше становится портал, закрывается. Поэтому нужно стараться в течение часа провести в начале открытия портала сразу же. Это раз. Нужно снять с себя все, что теснит, снять все украшения, носки, там, нижнее белье даже. Одевайте что-нибудь сверху, естественно, легкое, чтобы мало ли кто-нибудь внезапно зайдет, не шокировался. Проводится это, сейчас объясню, каким образом. Садитесь напротив алтаря, желательно черный цвет. Черный цвет, он нейтрализует все иные цвета. Черный цвет в природе вообще не существует. Это искусственно созданный цвет, между прочим. В природе нет черного цвета. В природе там темно-коричневый, который принимается за черный, темно-синий и так далее. Черный цвет – это вбирание в себя всех цветов. Особой энергией обладает черный цвет. Зажгите свечи. Ничего больше не нужно. Свеча – это точно так же двери потусторонние. Это соединение физического и духовного мира. И вы увидите на свое удивление, как пойдут вот эти просто полоски света сильнее, чем когда-либо. Зажигайте свечи. Количество свечей оно не имеет никакого значения, и цвет свечей в том числе. Вы не должны отвлечься ни на что. Не должно быть на алтаре ничего лишнего. Просто свечи. Энергия огня. Можете одну большую свечу поставить, можете 5 свечей. Но это уже на ваше усмотрение, насколько вам нужен свет. И вот эта вот сила, энергия огня, настолько можете 10, 20, 40. Не нужно, конечно, огромное количество, но я думаю, что 10 свечами ограничиться можно. Можете большие, малые, любых цветов. Здесь важен только расслабление, черный фон, свечи и ваша, то есть концентрация, отключение от всего. Больше ничего. Отключайте свет. Свечи вам дадут возможность читать
увидеть. В этом помещении электрического света быть не должно. Пусть будет в другом. Кошки, собак никто не мешает. Если ребенок маленький спит, тоже не мешает вам в этом. Это ваше время, ваш портал. Давайте вычислим портал. Как нужно вычислять портал? Мы тут обратимся к нумерологии, что, в принципе, тоже древняя наука. Но в этом случае у нас нумерология совершенно иное имеет предназначение, в отличие от вычисления каких-то знаков судьбы и прочее. Я сейчас возьму вот этот старый телефон, потому как, хоть он немножко потрескавшийся экран, но, по крайней мере, здесь не будут писать постоянно сообщения и отвлекать нас. И с вами вместе вычислим то, что нам нужно. Так, мне бы еще калькулятор найти, чтобы вот перед вами все это показать. Итак, начнем. Смотрите, я родилась 0 плюс... Плохо видно? Ой, какой 0? Понесло меня не в ту степь. Это новый калькулятор я скачала, он не очень мне удобный, если честно. Ну ладно. Значит, 1900, плюсуем все. 81 плюс 0 плюс 4 плюс 0 плюс 2. 25. Значит, мой портал открывается 25 числа любого месяца. Запомнили, как нужно? Все цифры плюсуем в дате вашего рождения. Неважно, там 0402, 1981 или так. Это не меняется от перемещения цифр. Результат будет тот же. 25 число каждого месяца – это открытие моего портала. И самое интересное, я вам хочу сказать, что вот именно это число самое счастливое. Всегда в эти дни что-то хорошее происходит или получается то, что давно не получалось. И не всегда у меня есть время, конечно, это делать. Дальше. 25. Теперь во сколько открывается мой портал? 25, да? Удаляем, запомнили цифру. 2 плюс 5. Ну, это я так просто показываю, естественно, я понимаю, что 7. Значит, 25 числа в 7 часов вечера. Обычно вечером лучше делать, потому что вечером. Бывает, что у кого-то прям такие цифры попадаются, что, ну, как бы никуда не денешься, это днем будет. Но если 7, 8, 10, 11, это вечер, ночь. Открывается тогда, когда шумы утихают. Природа начинает клоняться, значит, ко сну, к отдыху. И вот тогда раскрывается больше. Значит, 25 числа в 7 вечера я могу провести свой ритуал открытия порталов. Оно уже открыто. Просьба. Тогда эта просьба особенно слышится. Теперь, вы так можете вычислить все свою дату рождения и время открытия вашего портала, запомнить и записать. Но есть одно но, да? Например, вот смотрите. Человек родился в 1999 году, например. Значит, плюс, ну вот, 28 числа, так, 28 числа, ну, 12 месяца. 12. Вот смотрите, что получается. 41. Как вычислить? 41 нету в этом месяце. Вычисляется по-другому. Если у вас цифра, ваша дата рождения, когда вы плюсуете, больше, чем месяц весь, значит, отнимаете отсюда 31. Потому что,
то есть самое большое количество дней в месяце 31. Из 30, 30, именно 31 отнимается, потому что это большее количество дней. Отнимайте 31, получается 10. То есть если у вас выходит цифра больше, чем месяц, больше, чем 31, бывает портал 31 числа совпадет, больше, чем 31, следовательно, отнимаете минус 31 от большой цифры, получается 10. Если ваша дата рождения больше, чем месяц составляет, значит 10. Смотрите. И, следовательно, показываю 1 плюс 0. 10 числа в час ночи, ну, то есть 00, как с 12 уже, ну, в час ночи, да, в час ночи и до 2. Вот 10 число наступило, 0000, и сразу же с часу до 2 ваш портал открыт. У вас ночью откроется. Значит, вам нужно быть внимательной и провести ночью. Итак, плюсуем все цифры даты рождения. Потом цифра, которая получилась в общем, между собой плюсуется, и получается день и час открытия портала. Если цифры больше, чем, значит, месяц, значит, нужно отнять оттуда 31, число всего месяца, с большими днями. И получается цифра вашего портала, вашего дня портала. Далее, опять же, эти цифры между собой плюсуются, и получается время. Если выходит 2, 3, это ночь, ночное время. Вот как день перешел, там 9 число уступило 10-му, 0000, все. Это ваш день. В течение дня это сильный день, но именно ваш портал откроется в час, в 3, в 4, в 5 утра у некоторых или в 5 вечера. Теперь смотрите, как вычислить, что утром, а что вечером должно быть. То, что до 3, это ночь. То, что после 3, смотрите, это уже вечер. Если ваш портал открывается в 3 часа, ну вот, то есть 3 выходит, цифра 3, это ночью вам нужно провести. А если выпало 4, это уже вечерние 4, не утренние 4, потому что до 3 часов это ночь еще. После 3 это день. Надеюсь, поняли. Если будут вопросы, можете спросить, вычислите там свой портал. Если вдруг не поняли, я вам объясню. Но я думаю, что я более чем понятно объяснила. Просто здесь цифры, ну, прослушайте внимательно, не запутайтесь. В заговоре мы обращаемся к сущему. Это не Бог, который управляет религиями или этим миром. Это начало, сила, которого называли древний космический лев. Потому что считалось, что он и порождает, и съедает человеческую судьбу. Вот Нарнии, если кто-то знает, хроники Нарнии. Кто-то говорит, что сделали акцент на Христа. Нет, это не так. И это именно исходя из древнего изречения космический или вселенский лев, который, понимаете, это наше высшее я, разум, космос, как хотите, Бог, сущий, всемогущий, хозяин всего вселенной, создатель, называйте как хотите. Он самый, но он не тот, который управляет этим миром и разумами людей, и разными течениями. Нет, это не он. Это тот самый настоящий, великий, тот самый изначальный, который есть. Вот к нему обращайтесь. Он есть Отец и Вечный Дух, и начало начал, и Параклит его называли. Это арамейское название, что означает изначальный или
тот, кто был в начале, если так грубо перевести. Далее, здесь есть слова «светлые когорты». Это легионы светлых духов, так называемых духов, которые больше делают, ну, не добро, а именно нацелены на созидание. Темные легионы – это воины. Это человеческие страсти, страхи, человеческая сила, это человеческие стремления, это власть. Тогда обращаются обычно к темным легионам. Здесь есть слово «ненареченный», потому что Бога никто не нарек, его никто не назвал. Он сам по себе появился в вечности, мы не знаем когда. И наш разум слишком маленький, чтобы такие вещи понимать. И не названный он. У него нет названия. Кто может его назвать? Кто может быть его родителем? Но есть только космос, хаос, вот эта вот бесконечность. Но опять же, наш разум, он слишком маленький. Это как муравей и орел, знаете. Он слишком маленький, чтобы понимать, как это произошло. Когда, кто создал того, кто создал остальных. Не сможем понять. И лучше нам не лезть туда, в эти сферы, а принимать то, что есть. И к стражникам времени. Это те силы, которые руководят всеми нами, над нами, всеми силами, потому что стражники времени, они не подчиняются никому. Они подчиняются только вселенскому разуму. Вот у них есть четкий план, и они это будут выполнять. Неважно, кто хочет этого, не хочет, просит, противостоит и так далее. И вот это обращение, и кроме прочего, здесь я говорю, называйте, значит, четко и конкретно просьбу. После слов «стучусь в двери, услышь меня». Просьбу. Постарайтесь каждый раз говорить, по крайней мере, долгое время говорить одну и ту же просьбу, чтобы она у вас была в течение короткого времени. Не часто меняйте, не теряйте интерес к той просьбе, которая уже была. Еще раз говорю, не просите чужих чувств. Это насилие над другим человеком. Это уже не ваше желание, а желание кого-то поработить, чтобы он хотел того же, что и вы. Нет, оно не должно касаться человеков. Это должно касаться вас лично, вашей просьбы. Может быть, вам нужна защита. Может быть, вам нужно просто усиление. Может быть, вам нужны знания, идеи, помощь, чтобы подняться в этой жизни. Может быть, вам нужна жизнь еще, здоровье. Может быть, вам нужны тайные знания. Может быть, вам нужно богатство, помощь и так далее. О себе, то, что касается вас. Кто-то скажет, могу попросить за сына? Не можете. Прекращайте эти глупые вопросы. Они отдельные люди, отдельные личности. Вы можете сказать своему сыну, вычислить его время портала, и он может сам попросить. За него вы не можете. Не говорите, что все было хорошо, чтобы я была счастлив. Это очень абстрактное понимание. Кто-то счастлив, что в лесу живет, кто-то счастлив, что у него миллиарды, кто-то счастлив, что у него все из золота, кто-то счастлив, что у него ребенок наконец-то родился через 20 лет ожиданий. Понимаете, счастье это такое дело, что вот чтобы было хорошо. Это глупо. То, что вам поможет подняться, то, что вас защитит. Есть вещи, которые только они способны дать. Знание, разум, помощь, открыть дорогу вашу и так далее. Вот о чем можно попросить. А теперь заговор. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя,
ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к Тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к Тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к Тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к Тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к Тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец,
вечный дух, начало начал. Взываю к тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось. Проснись, бездна, что дремлешь во мраке. Проснись, север, проснись, юг, проснись, восток, проснись, запад. Стражники времени, вы открыли мои двери. Это мое время, мой час. Я призываю вас, силы мироздания, светлые когорты и темные легионы. Призываю тебя, ненареченный, неназванный, вечный и бесконечный, чье имя сущий, Параклит, Лев, Отец, Вечный Дух, начало начал. Взываю к тебе, стучусь в двери, услышь меня. Озвучить просьбу. Врата открыты, верую, знаю, меня услышали. Да будет так, свершилось.